следующем мы рассмотрим, как пришить тарелочки, чашечки, кюветки, по-разному, да, мы их называем. В первом варианте мы будем пришивать наружу, и во втором варианте, наоборот, чашечкой вовнутрь. Значит, в первом варианте нам нужно, чтобы дно пайетки пришивалось к ткани. Во втором варианте все наоборот. То есть внутренняя часть пайетки тарелочки этой будет пришиваться к ткани, и выпуклая часть будет выглядывать наружу. Пришивается по тому же самому принципу, что и плоские пайетки. Расстояние вы можете чередовать, и плотность у вас будет зависеть все так же от расстояния между пайетками, то есть от длины каждого стежка. Следующую дорожку мы пришиваем, разворачивая пайетку наоборот. То есть внутренняя сторона будет у нас пришиваться к ткани, и внешняя сторона будет смотреть наоборот наружу. То есть выпуклая сторона будет идти сверху. Пришиваем все точно так же.
Для того, чтобы сделать следующие дорожки, нам нужно набрать на нить бисер и пайетку, чередуя пайетка, бисер, пайетка, бисер. И данные дорожки делаются следующим образом. Мы сначала пришиваем пайетку, потом бисеринку, пайетку, бисеринку. То есть мы на каждый стежок делаем пришивание пайетки или бисера. И пайетка, получается, у нас ложится на бисер. Бисер ее немного приподнимает, создавая объем. Данная техника очень часто может использоваться для того, чтобы создать дополнительный объем визуальный. Вы можете видеть, одна дорожка в этой технике у меня уже вышита. И можно увидеть, как она смотрится. И вторую мы сейчас попробуем, она немножко по-другому делается. Далее, выполняя следующую технику, нужно быть очень внимательными. Мы одеваем пайетку в иглу и подтягиваем бисер. И бисер мы не одеваем в иголочку, то есть мы подтягиваем под пайетку бисеринку и вытягиваем ниточку. Еще раз смотрим. В пайетку протягиваем иголочку, подтягиваем бисер к пайетке и протягиваем петельку. Снова иголочку протягиваем в пайетку, бисер подтягиваем вверх и вытягиваем петельку. И тут нужно быть внимательными, чтобы у вас иголочка не попала вовнутрь бисеринки. То есть она просто должна подтянуться вверх к пайетке, и нитка оборачивает крючок.
Сейчас мы будем пришивать с вами дорожку пайетка с бисером, пришивая сразу пайетку и бисер. Мы делаем стежок за пайеткой, то есть мы подтянули бисер пайетку и вытянули петелечку. Вы увидите, что эта дорожка она будет плотнее, чем та, когда мы пришивали бисер, потом пайетка отдельно. Эта дорожка будет более плотной. Она также должна быть у вас как образец для того, чтобы вы понимали, где вам какую дорожку лучше использовать, в какой работе. И теперь можно увидеть, как эти все дорожки выглядят с лицевой стороны. Вы видите, что там, где мы пришивали пайетку и бисеру вместе, она смотрится более плотной, чем остальные. Далее мы разберем технику зардози, да, когда у нас пришивается фурнитура сверху. То есть мы используем все те же приемы, точно такие же чередования расстояний и всего, только фурнитуру мы подаем с вами сверху. И в том или ином варианте вашей работы вы можете выбирать, в какой технике вам удобнее будет работать. Здесь мы сразу набираем пайетку той стороной, которой она у нас должна будет лежать на лице. То есть мы изнаночной стороной пайетку ложим наоборот вниз, а лицевой стороной пайетка должна лежать вверх на лицевую сторону. И мы опускаем пайетку вниз и делаем петелечку. Снова опускаем пайетку и потом только опускаем крючок. В принципе, все точно так же, как и при пришивании бисера. Единственный момент, пайетку немного сложнее разделять. Я не рекомендую вам набирать сразу много пайеток на крючок, потому что поначалу немного сложно разделять их между собой, и вы можете просто их терять, на что вы будете тратить больше времени. Расстояние мы точно так же можем чередовать, как и при подаче материала сверху, но есть один момент. Если вам нужно сделать очень-очень плотную дорожку, то при подаче снизу ее сделать легче, чем при подаче материала сверху. То есть если вам совсем нужно сделать такую дорожку, чтобы не было видно серединки пайетки, дырочки, то лучше сделайте при подаче материала снизу. Это будет быстрее, и она будет у вас смотреться аккуратнее.
При работе с крупными пайетками все точно так же. Это у меня пайетка 6 миллиметров. И все точно так же. И еще один способ пришивания пайетки сверху. Мы ложим пайетку, опускаем крючок в середину, в центр пайетки и вытягиваем петельку. Вот таким образом. Так мы сможем пришить только в технике сверху. То есть снизу у нас не получится таким способом пришивать пайетку. Мы сейчас пришиваем пайетки точно так же, только на большую пайетку ложим одну маленькую. Сочетание может быть разным. Можно ложить и бисер, и бусину в центр. То есть вы можете по-разному абсолютно использовать данный способ пришивания пайеток. Далее мы набираем точно так же пайетка, 2 пайетки мы сбрасываем и пришиваем. То есть уже тоже по-другому смотрится. Таким способом можно, конечно, пришивать и снизу. Просто на нить вы должны набирать пайетки, чередуя. Далее мы пришиваем пайетку вместе с бисером. Точно такая же дорожка, как мы делали с вами снизу, только и мы ее теперь делаем сверху. Мы сбрасываем сначала бисер, потом пайетку и делаем стежок. Сбросили и потом закрепили. Вы можете также регулировать плотность данной строчки. Если вы будете совсем близко пришивать, то пайетка будет у вас более вертикально стоять. Если вы будете стежок делать дальше, длиннее,
то пайетка у вас будет ложиться больше на бисер. То есть здесь тоже можно поэкспериментировать и посмотреть, как будет выглядеть строчка, если вы будете менять расстояние, то есть длину стежка. И также вы можете посмотреть, как будет смотреться дорожка, если пришить бисер, потом пришить пайетку. Пришить бисер и пайетку. То есть вы можете увидеть, да, что строчка стала более такой растянутой, вытянутой, и пайетка ложится больше на бисер. Вы можете выбрать тот способ, который вам удобнее, снизу или сверху, с длинным промежутком, более коротким промежутком. Ну и давайте теперь посмотрим, как выглядят пришитые пайетки. С лицевой стороны все выглядит вот таким образом. И мы переходим дальше. Теперь мы будем работать с мелкой пайеткой и посмотрим, как будет смотреться с мелкой пайеткой, когда мы работаем с бисером. Значит, сейчас мы выполняем ту же самую технику, которую мы делали с вами при подаче материала снизу, и у нас иголочка входила в пайетку. Но здесь немного все будет по-другому. Мы сначала должны вытянуть петельку, в нее опустить бисер и пайетку, потом в центр пайетки сделать прокол и оттуда вытянуть петельку. То есть немного меняется последовательность наших действий, но сама техника практически остается такой же. То есть в центре у нас все равно остается пришитая бисериночка, только способы у нас разные. И когда мы работаем снизу, то у нас с вами получается только одна ниточка, да, протягивается сверху, то есть нет вот петельки, которая идет через верх. Она смотрится немного аккуратнее, немного тоньше. Но опять же, возможно, у вас по задумке есть необходимость показать нить, к примеру, да, или сделать более какой-то яркий акцент, тогда вам эта нить может быть нужна сверху именно такой более плотной петелькой. Если вам нужно наоборот скрыть ниточки и показать только сверху бисериночку на пайетке, то можно использовать тогда подачу материала снизу. Но если нам совсем нужно оставить бисер в центре пайетки и чтобы не было видно ниточек, то тогда, конечно, мы будем использовать пришивание пайетки иглой. Следующую дорожку мы с вами сделаем по-другому. Мы сразу сбрасываем бисер и пайетку и делаем закрепочку, делаем шов, да? То есть мы сбрасываем, фиксируем,
пайетку с бисеринкой и делаем следующий стежок. И можно видеть, что бисер у нас тогда не в центре пайетки, а он у нас ложится на половинку пайетки. Такой шов тоже имеет место быть, и в некоторых работах для визуального эффекта мы тоже можем это использовать. Вот такие у нас получились образцы дорожек. Все их можно использовать в своих работах. И мы переходим дальше к следующим техникам.